хорошо у нас тут на болоте, и чем оно людям не нравится, я тут живу и всем советую. Товарищи, здравствуйте, с вами снова я, Дмитрий Резнов, и моя кошечка Кира, которую мы благополучно спасли от хулиганов, которые кидали в нее камушки. Вот враги народа. Ах да, это новый расстрельный список. Болотные традиции никто не отменял. И коротко, что это? Шрек 2 The Video Game, что переводится как Шрек 2 видеоигра, тот случай, когда мой троечный английский даже тут не пригодился. Компьютерная игра в жанре аркада, выпущена компанией No Wonder и издана Activision для Windows в 2004 году. Игра по мотивам одноименного мультфильма от DreamWorks Шрек 2. Компьютерная версия игры издана в России компанией 1С. Эта игра настолько древняя, что у меня даже диск где-то завалялся. Все версии данной игрули получили смешанные отзывы от игроков и критиков. И поэтому мы тут для того, чтобы узнать, достойно ли данное творение 55 баллов из 100. Не то чтобы Metacritic прям является надежным источником справедливых оценок, но это не важно, ведь сейчас мы сами разберемся, стоит ли ее вообще запускать в нынешнем году. Итак, тапаем 2 раза мышкой по ярлыку. И о боже, тут максимум 720 все, а ведь минимальный стандарт ныне теперь Full HD, и поэтому залазим в конфиг и меняем разрешение на нужное именно нам. И вот, теперь другое дело. Не мыльцо, как с PS3. Я надеюсь, не обидев фанатов PlayStation в 2024 году. Дожидаемся загрузки, выставляем ультра настройки, тыкаем по одному из 6 свободных лотов и слушаем, как старательно диктор пытается рассказать нам уже знакомую историю по мультфильму. Потому что я не думаю, что кто-то из обычных геймеров вообще знает про нее, не посмотрев перед этим экранное произведение. И дальше слушаем, как осел перебивает закадровый голос и вставляет свои 5 копеек везде. Он явно по характеру далеко от коня Юлия не ушел. Смотрим кат-сцену. О боже, почему у него такие мертвые глаза? Он выглядит как аниматроник из серии игр FNAF. Также любуемся на красавчика Шрека. Вы только гляньте, не отличить от оригинала. И начинаем обучение на уже всем хорошо известном болоте для бывших холостяков. Здесь есть ослиные монеты, на которые можно покупать целых 9 видов зелий, батончик, что дает дополнительное здоровье, клевер, что восстанавливает его полностью, и возможность избивать ящики и бочки. Да, не густо, не густо. Первое, что нам предлагают в курсе молодого огра, прыгать по кувшинкам. И вы удивитесь, но прыгаем мы не на пробел, поскольку эта кнопка отвечает за использование зелий, а на правую кнопку мышки. Оцениваем всю кривость платформинга, кайфуем от лунной походки. А вы тоже как Шрек оглядываетесь, когда идете, словно водитель, дающий заднюю на своей буханке, скользим словно серфер. Ох, не дай бог на такую равнину упасть, раздвоитесь на половинки. Даже клинок Райдена не такой острый, как данный ландшафт. Пропрыгиваем дальше. Подсвеченная кувшинка дает возможность вам прыгать в недоступные места. А так прыжки у главных героев двух типов. Стильный, это 2 быстрых клика, и слабый, 1 клик. Но кривость платформинга это не спасает. Встречаем зубную фею. Сочувствую тем детям, кому такая приходила по ночам за зубами. Такой, наверное, все 32 за раз забирал. Иначе я не могу объяснить, почему у бандитов вместо челюсти бездонная дыра. С помощью этого фея можно автоматически сохраняться, после чего он пропадает в текстурках. Лазаем как Splinter Cell по канату и отправляемся на карете свататься с семьей Фионы. Следующий уровень начинается с того, что я все еще не могу налюбоваться на этого тестостеронового красавца, которому местная братва назло уронила дерево на проезжую часть и скоммуниздили колесо кареты. Немного бегаем за ним, как тихоня за портфелем, который злые одноклассники перекидывают между собой. Так, у нас развлекательный контент, а не жизненный. Набиваем все морды, ломаем своими, по всей видимости, металлическими руками 3 дерева. Перк добывания дерева он явно у Стива взял. И отправляемся дальше. Разработчики явно ненавидят лошадей, иначе не могу объяснить это чувство зловещей долины. Встреча с королем в его дворце, разумеется, прошла плохо. Напоминаю, сюжет здесь идет по канонам мультфильма, и нелояльный свекор отправляет нас в лес, чтобы там нас порешать, аргументируя это, что хочет с нами встретиться на поле и пойти по грибы. Мы же, по всей видимости, уже приняли поганки, иначе я не могу осмыслить наличие деревьев из Mortal Kombat и цветов, что шпрехают огнем. Расходимся с нашим добрым огром и играем за осла. Ну и рожи у них, конечно. Открываем мост, бьем копытом, что под руку попадается, и заходим в лагерь бандитов. А они здесь все не приносят никакой опасности, поэтому их можно смело оббегать, без боя. Одна из причин, почему игра и стала популярна у спидранеров. Собираем монетки, прыгаем на сток сена, но можно и не на него. Вы не умрете, и здоровье отнимется на донышке. Явно разрабы не доработали данную механику. Открываем дверь и прям чувствуется, что игра старая, поскольку при каждом разе требуется подзагрузка. За это, конечно, сильно критиковать не стоит, поскольку компы тогда не ахти были мощными. Не говоря уж о консолях тех лет. Бродим по лесу. Избушку не занимайте, избушку не занимайте. Решаем несложный ребус, и игра намекает нам пойти в очевидную ловушку. Ну, что поделать, раз у осла не так много извилин, ведь он думает о халявной еде в лесу. Благополучно попадаемся и зовем на помощь. Появляется Шрек в эту же секунду, управление теперь переходит под него. Высвобождаем нашего туполобика, по пути отправляем его в полет, пинаем тыквы, затем фазер тыкву, прыгаем по грибочкам, на красные нельзя вставать, а на зеленые можно. И он даже не прячется, вы серьезно что ли? Попадаемся к колдуну-коту, иначе как обосновать его возможность
из-под земли вызывать колья. Босс простой, нужно не давать ему запрыгнуть к вам на голову. Параллельно стукать по земле в моменте, когда он перебегает возле пеньков, и побеждаем. Поражаемся добротой осла, что призывает отнять одну из 9 жизней кошака, и спасаем его от застрявшего комочка шерсти. После он рассказывает, кто его нанял, а также как нам стать красавцем. И вот через секунду мы на фабрике по изготовлению зельев. На вопрос, можно ли приобрести, отвечают: мы же, недолго погоревав, вырубаем одного охранника, совершенно беспалевно, одеваем костюм и разъединяемся. Кстати, пока катсцена играла, человечкам, что напоминает миньонов, на нас было, мягко сказать, пофигу. Но как только разговор окончился, они сразу же начали агриться. Правда, они немного тупые. Вон, смотрите, даже подойти боятся. За кота мне понравилось играть больше всего. Думаю, объяснять не нужно почему. Поскольку за него можно заниматься паркуром. Как он интересно карабкается с помощью 2 левых лап, а правыми маневрирует в воздухе. Смотрим, как чел моется в одежде. Наверное, наслушался великих людей, как Незнайка. Зачем раздеваться перед сном, если с утра нужно снова одеваться? И теперь он следует данному изречению. Блуждаем по фабрике, лишний раз убеждаемся в глупости наших врагов. Здесь так интересно в кавычках прописан искусственный интеллект, что когда вы слегка отходите в другую часть локации, они сразу же тебя теряют из виду. Проходим через лазеры, которые снимают целый 1% здоровья. Не воображаю, сколько их нужно понатыкать, чтобы хоть какую-то опасность причинить нашему главному герою. Проникаем в сам склад с зельями. Я не представляю, что сделают геймеры с разработчиками, если они в современных проектах просто поставят вместо реальных объектов PNG картинку. Паркуем вверх, поскольку естественно находится нужная баночка в самом верху. Поднимаем тревогу, в удачное время нас опять находят напарники, и мы спасаемся. Правда, болтливый осел не успевает за нами, и игра переходит за него, и нам нужно выбраться с фабрики. Никакой сложности это не вызывает, ведь нам нужно просто топать в самое начало уровня. Как интересно же они полы моют. Надо взять это себе на вооружение. Собираемся в трио, Шрек и осел пьют зелье. Ничего, разумеется, не выходит, и мы в сию секунду не превращаемся в надуманные эталоны красоты. И грустные чапаем переночевать в амбар, по пути кошмаря бандитов. Здесь про боевку можно сказать. Существенно слабый удар и сильный. Все это выполняется с помощью пары кликов мышки, поэтому глубокой механики битэмапа не ждите. Тут нету ни блока, ни парирования и прочего. Все максимально оказуалено для детской игры. А кстати, про зелья. В начале видео упомянул, но не сказал, кто за что отвечает. Покупается это все за монеты, которых у вас никогда не будет в дефиците. Поэтому я их даже целенаправленно и не фармил. Первый отвечает за дополнительный урон во время удара по противнику, но честно скажу, сильной разницы я не заметил. Второй превращает противника в лягушек. Третье зелье невидимости, из-за чего вы можете стоять в толпе и пинать их. А они будут с удивленным видом стоять и думать, что происходит. Четвертый отвечает за сон. Пятое заставляет противников вонять, и они отвлекаются на это. Шестое вас уменьшает, а противники удивляются, куда ты пропал? Вы что, дебилы? Не можете увидеть меня? Я же не в микроб превратился. Седьмое наоборот, уменьшает противников, из-за чего они отлетают с одной тычки, и на месте их смерти появляется цветочек. Восьмое, абы как Сабзира замораживаем всех, и они весело разлетаются на кубики льда. А девятое просто заставляет всех противников вас полюбить. Все это действует недолго, приблизительно секунд 10. Добавляет ли разнообразие геймплея это? Да. Нужно ли это все? Нет, поскольку опять же противников всех можно просто пробежать. Да и чтобы забить вас, им понадобится очень много времени. Единственное неприятное, что после каждого удара вы как в лего игре теряете монетки. Но как и в Гриффинах, это незначительное количество. И получается, умирать вы будете разве что от кривого платформинга. Давай, Шрек, убивай их всех, давай! Там крыс, наверное, из метро вылезли. Аннигилируем еще одно поселение разбойников, проникаем в заброшенную шахту, наводим там шороху, господи, как же его колбасит, и выбираемся на поверхность. С помощью раздувайки ломаем дерево, разбиваем последний отряд нечестных людишек по пути вместе с их боссом, который закликивается в несколько секунд, и идем спать. На утро мы обнаруживаем, что видоизменились и уже находимся в темнице. Там, конечно, быстренько рассказывают в книжке, что эта злая фея сделала, дабы выдать своего сына за Фиону и завладеть королевство. Ну почему нельзя было отдельную миссию для этого добавить, а? Да и вообще, не покидает ощущение, что игра урезана раза в 2 точно. Наверное, разработчиков плетками гоняли, как и меня в создании данных видео. Поэтому давай за мои мучения подписывайся, ставь лайк, а то хрен ли меня 99% смотрит без подписки. А дальше... А почему ты выпрашиваешь у зрителей внимание? Товарищи, расстрелять его. И для начала переносимся в шкуру кота, который высвобождает наших героев, гамаем за коня и поднимаемся вверх по темнице. Господи, какой же тут убогий платформинг. Пинаем место
местного любителя фастфуда и снова переходит к нам под контроль кот. Бьем уже изрядно поумневших крыс, наверное у них сейчас каменный век по нашим меркам. Срываем плакат с Пиноккио и перемещаемся на доп. Уровень, где за время нужно собрать как можно больше монет. Я же не смог и наебнулся с дерева. Собирать можно, конечно, плакаты как бонус, и за каждый третий вам дают дополнительный уровень. Снова убогий платформинг, в одном месте разливаем мутаген, в другом наоборот высасываем, во второй раз фехтуемся с нашим уже знакомым рыцарем и смотрим кат-сцену, где плавно переносимся к Шреку. Какая же у него все-таки забавная походка. Что-то мне напоминает. Активируем с помощью меча пару кнопок и играем в Dark Souls для бедных. И снова этот убогий платформинг. Да блин, черт, Ну сколько можно уже? Сколько можно? преодолеваем наконец-то трудности, смотрим опять эту катсцену и вот уже в третий раз бьем нашего рыцаря. Сценарная импотенция явно у сценаристов возникла под конец игры. Благо затыкивается он все эти встречи за пару кликов. Вот мне не нравится, что после того, как повержен противник, он в ту же секунду испаряется. Что сложного, чтобы он просто лежал? И вот настала уже последняя миссия. Здесь мы на огромной печенюхе рушим все на своем пути, а именно ворота, 2 входа, пол стены и кидаем деревья в мост, чтобы он опустился. Ха! Посмотрите на этих граждан и не поймешь, то ли они бегут радостные к нам, то ли убегают в ужасе. Кстати, разработчики, вы охренели? Почему он не упал в ров, а просто остался стоять и ждать? Не канон. Врываемся в замок, хватит мне подмигивать, Шрек, и дергаем 2 рычага. Уже под конец начинает тошнить от этих рычажков, а игра проходится, напомню, за 2,5 часа. Рассказываем им, что сочувствуем их сложной работе, недосыпам и проклятой работе. А затем, пока они в экстазе, что их наконец-то поняли, вырезаем всех под ноль. Финальный босс бабка. Убегаем от молний, которые могут вас превратить в курицу, красных фаерболов и отражаем фиолетовые шарики с помощью меча ей назад. А затем, пока она в отключке, закидываем ее едой со стола. Какие тупые все-таки боты, даже на стол не в силах запрыгнуть. Ха! Тут решается судьба королевства. В то же время люди, которым это и нужно в первую очередь, благополучно стоят и молча наблюдают. Повторяем так несколько раз, и она взрывается, как звезда в космосе. Дальше мы переформатируемся назад, в старого доброго красавца. И Фиона говорит: Не делай так больше. и конец истории. Перейдем к очень быстрым выводам. Расстреливать мы не будем ее. Поэтому чаши, товарищ, отсюда. Но играть в это я не советую. Да и зачем? Я же только что все рассказал про нее. А если уж хочется, то только лишь тем, кому зашли мультики по Шреку, поскольку сейчас эта игра не выдерживает никакой критики. И она уж точно не будет нужна современному геймеру. А ведь могли сделать шедевр. И вспоминалась она сейчас бы не как, что игра была каким-то мемом в прошлом. Грустно это все, конечно, скоро ее совсем забудут. Но вы, товарищи, играли в нее? Что можете интересного рассказать? Готов обсудить это с вами в комментариях. А так подписывайтесь на канал, ставьте лайки, уведомления, переходите в мой ТГ канал, где есть возможность проголосовать, что я буду обозревать в следующий раз. Ну и это чудо вас тоже там ждет. И знайте, спасибо за 100 человек.